Привет, любители BTS сегодня. Правда ли, что после блестящего выступления на парижской красной дорожке на самом эксклюзивном модном мероприятии этого года, Ким Тэ-хён, участник BTS, известный своей элегантностью и почти идеальным мастерством своего образа, решил сделать шаг, который удивил даже лидеров индустрии моды? И как Чон Чингук, товарищ по группе, который обычно спокоен, может внезапно реагировать на действия Тэ-хёна эмоциональной реакцией, которая вызывает публичные спекуляции, пока они не станут глобальной тенденцией менее чем за час? Эксклюзивные источники из различных европейских СМИ индустрии моды показали, что присутствие Тэ-хёна на показе Серлин в Париже было не просто обычным приглашением. Впервые художественный руководитель модного дома Серлин Хеди Слиман лично пригласил и приветствовал Тэ-хёна в качестве художественного вдохновения, а не просто VIP-гостя. Этот факт является большим сюрпризом для многих людей, как внутри, так и за пределами отрасли. Тем не менее, именно то, что произошло через несколько часов после события, вызвало бурю общественного мнения, и за короткое время имя Тэ-хёна попало в заголовки газет в более чем 120 странах. Движение Тэ-хёна в ту ночь, без пресс-конференции, без заявления от HYBE, даже без подтверждения от официального канала BTS, сразу же стал в центре внимания. Известно, что он покинул место проведения мероприятия с одним из должностных лиц Серлин и отправился прямо в частное место, которое, как было упомянуто, связано с эксклюзивной программой сотрудничества. На широко распространенных кадрах Тэ-хён, похоже, покинул это место с твердым, но эмоциональным выражением лица. Аналитики сказали, что это решение ознаменовало собой важный переход в его индивидуальной карьере, а не только рекламную деятельность или контракты на одобрение. Еще более удивительной была реакция Чингука. В шокирующем посте в Instagram всего через 37 минут после того, как распространилась новость об уходе Тэ-хёна из места съемок Серлин, Чингук написал: «Иногда самый большой шаг сделан в тишине. Я видел тебя». Не прошло много времени, прежде чем эта фраза стала глобальной тенденцией. В течение нескольких часов сообщение вызвало различные интерпретации, предположения, для многих поклонников очень глубокую эмоциональную волну. Эксперты по коммуникациям со СМИ и связям с общественностью из университетов Южной Кореи и Франции назвали послание Чингука очень символической формой личной поддержки смелого решения Тэ-хёна. Но каково именно решение? Почему этот шаг считается поворотным моментом? И почему реакция Чингука на самом деле усиливает впечатление, что за великолепной сценой Серлин происходит что-то гораздо более масштабное? В эксклюзивном отчете от Le Monde и Vogue Paris, а также в цитатах из внутренних источников Серлин, выясняется, что Тэ-хён находится на стадии завершения контракта на творческое сотрудничество высокого уровня с французским домом моды. Но на этом все не останавливается. В важной части контракта упоминается, что роль Тэ-хёна заключается не только в качестве глобального посла или лица компании, но и в художественном сотруднике в разработке коллекции ограниченной серии. Ранее такие должности давались только неазиатским иконам моды. Этот шаг подтверждает полное доверие Серлин к художественному влиянию Тэ-хёна, а также создание нового прецедента в мировой индустрии моды. Сам Тэ-хён не дал публичного заявления. Однако, судя по нескольким европейским фотографиям папарацци, когда он выходил из места встречи, казалось, что он был одет в костюм Серлин с взлетно-посадочной полосы с добавлением ранее отсутствующего черного шарфа. Эта деталь интерпретируется многими наблюдателями как символ закрытия важной сделки. То есть, в ту ночь действительно произошло что-то большое. Общественность угощается только фрагментами информации через символы, жесты и любопытную тишину. Участие Чингука в тот момент также нельзя игнорировать. Личные и профессиональные отношения между Тэ-хёном и Чингуком уже давно обсуждаются публично. Хотя в последние несколько месяцев они, кажется, идут разными карьерными путями, Тэ-хён в моде и кино, в то время как Чингук в музыке и сцене, их история показывает, что Чингук часто оказывает символическую поддержку в важные моменты карьеры Тэ-хёна. Например, во время выхода первого сольного альбома Тэ-хёна в прошлом году. Интересно, что до сих пор HYBE не опубликовала официального заявления об инциденте той ночью. Отсутствие этого ответа усиливает подозрение в том, что шаги Тэ-хёна были предприняты независимо.
В отчете Korean Herald эксперт индустрии развлечений упомянул о возможности того, что Тэхён скоро будет иметь свой собственный творческий отдел за пределами обычной системы продвижения HYBE. Если это правда, то эмоциональная реакция Чингука – это не только форма моральной поддержки, но и неявное заявление об индивидуальном будущем направлении участников BTS, которое сейчас нельзя недооценивать. Профессор Ким Хэджин, эксперт по попикультуре из Сеульского национального университета, заявил в своем интервью SBS News. Когда такая икона, как Тэхён, заходит так далеко и публично поддерживается Чингуком, то речь больше не идет о показах мод. Это послание миру о том, что звезда К-поп вышла за рамки линии как артист. Теперь они являются глобальной культурой. Обсуждение стало более интенсивным, когда несколько модных журналистов и наблюдателей К-поп назвали этот шаг критическим моментом. Это возрождение творческой автономии членов BTS? Или начало потенциального внутреннего конфликта, который начинает разрушать имидж группы? Спекуляции говорят, что Тэхён скоро объявит о своем собственном модном бренде, эксклюзивном партнерстве с Sirlin. Если это правда, то это будет важной вехой, первый азиатский бренд, который действительно сыграл роль в дизайне продукта знаменитого строгого французского дома моды. Вопрос без ответа. Получили ли действия Тэхёна той ночью полное благословение от агентства? Или это начало новой волны вне системы, где идолы третьего поколения предпочитают переосмыслить свои роли в индустрии развлечений? Сейчас мир ждет разъяснений. Но одно можно сказать наверняка: шаг Тэхёна в тот вечер открыл новую главу в дискурсе творческой автономии артистов К-поп. И реакция Чингука, которая является очень личной, но значимой, показывает, что солидарность среди членов BTS – это не просто милые слова, а реальные действия, даже если это делается в тишине. В то время как слухи продолжают расти в социальных сетях, мировая индустрия моды, похоже, косвенно подтвердила эту большую проблему. В подробном отчете Business of Fashion европейские аналитики тенденций подчеркнули, что сотрудничество знаменитостей и домов моды больше не является просто маркетинговой стратегией. Влиятельные мировые знаменитости, такие как Тэхён, в настоящее время считаются партнерами по творческому мышлению, которые играют активную роль в курировании, дизайне и культурном самовыражении. То, что Sirlin сделала при выборе Тэхёна, было не только для азиатской видимости, но и не только для этого. Укрепление художественной позиции бренда в быстро развивающемся мире моды благодаря цифровизации, диверсификации рынка и требованиям художественной подлинности. В этом контексте Тэхён – это не только икона К-поп, но и новое повествование, художник, который не только продает продукты, но и создает в них художественную ценность. Ход Sirlin также подтвердил стратегию Хеди Слимани по перестройке более универсального, крутого французского стиля. Поставив Тэхёна в центр внимания на эксклюзивном показе мод в Print МПС, Париж, и придав ему творческую роль, которая никогда раньше не отдавалась азиатской фигуре, Sirlin символически заявила: это новое структурное сотрудничество, которое происходит.